День добрый, господа! В этом видео я расскажу вам очень коротко о сборке на XCOM 2 Longvar Ultimate. Это глобальная сборка модов, в которой уже 160 модов, 40 из которых кастомизация. Коротенько мы расскажем о ней, я думаю, многие уже о ней в курсе. И мы ее подробнейше с вами установим в этом видео. А в третьей части видео мы разберем основные проблемы, которые могут возникнуть при установке. И я надеюсь, это видео сослужит хорошую помощь всем тем, кто ставит эту сборку, чтобы они мне не писали, потому что я уже подустал на самом деле отвечать на эти моменты. Итак, поехали. Что такое Longvar Ultimate? Это все тот же самый LOTC, то есть Longvar of the Chosen, на который сверху накручено довольно много модов, как вы видите. Их на данный момент даже больше, их уже там 177, по-моему. Там и кастомизация, и враги, там очень-очень много всего. Вот здесь пример статьи, которую я написал на DTF. Ссылка будет в описании, вы можете сами подробно все почитать. Там довольно много всего. 40 видов врагов, много оружия, много предметов, куча второстепенных навыков, которые почему-то не находились в Лонгваре. Всякие штуки, которые я сделал с Мстителем, с солдатами. Вообще полностью переделанные искры, полностью переделанные все оперативники. Обо всем об этом можно все тут подробно прочитать, посмотреть. Сборка интересная, ее уже заценило много людей. Я так навскидку предполагаю, человек 300 точно. Возможно, больше уже в нее там поиграло. И вроде как очень много положительных отзывов. Ссылка будет в описании на эту статью. Но цель нашего видео на самом деле другая. Нам бы ее поставить. Итак, в самой статье и под каждым моим видео есть вот такая ссылка на инструкцию скачивания сборки. Давайте нажмем на нее. Когда мы на нее нажимаем, мы попадаем в Google, где все в принципе есть, все, что вам нужно. Самое важное здесь, что это вот этот файл инструкция. Давайте при вас как прямо сейчас откроем его, вот этот файл инструкция. Здесь все подробнейше написано, как поставить сборку. И давайте пойдем по пунктам. Установить XCOM 2. Должна работать на любой самой свежей версии игры, неважно Steam, GOG, пиратка, вообще все не важно. Главное, чтобы было много DLC. Все очень просто. В Яндексе пишем XCOM 2 War of the Chosen. Пожалуйста, со всеми дополнениями, например, И первые две ссылки, в принципе, вот наша игра. Соответственно, в Steam вы ее не купите сразу, я вас предупреждаю, поэтому стимовская версия только для тех, у кого уже она стоит. Вот здесь можно скачать пиратку на самой первой ссылке, вообще никаких проблем. Если вы все же хотите купить, я могу посоветовать вот такой сайт. Здесь раньше были довольно-таки доступные ключи, как раз таки для XCOM со всеми DLC. Платируют. Еще есть какие-то способы, как ее купить, но я, честно говоря, особо не вдавался в подробности. Поэтому можете сами поискать. Вам нужна либо лицензия, либо гоговская версия XCOM, либо пиратская версия, собственно, XCOM, тоже желательно гоговская, на ней проще всего. Единственная версия XCOM, которая не подойдет, это версия из... Как же он там называется, этот магазин? Epic Games, да, вот этот ущербный магазин Epic Games. В нем тоже есть XCOM, но он не подойдет. Это единственная версия, которая не подходит. Все остальные все работают. Все, XCOM у нас есть, Думаю, с этим понятно. Второе, скачать модпак через Google или с помощью торрента. С торрентом все просто, то есть нажали на кнопочку, у вас файлик, вы нажимаете скачать, у вас скачивается вот этот файлик, вы качаете торрент. Все просто. С Гуглом тоже ничего сложного. Вы нажимаете перейти в Google. У вас здесь 4 файлика. Нам здесь нужны для начала 2 файлика. Это лаунчер, то есть мы нажимаем на вторую кнопочку скачать. И это собственно, Core Mods, этот сам, собственно, мод. Мы нажимаем скачать. Это скачается очень быстро, это будет долго качаться, потому что здесь 6 гигабайт на данный момент. Это будет долго качаться. Это 2 файла, которые относятся к кастомизации. Мы к ним еще позже вернемся. Все, вы это все качаете. Давайте для примера, как будто бы я скачал. Смотрите, у меня уже открыто здесь. Когда у вас скачается торрент или вы все там скачаете с Гугла, у вас будет, к примеру, 4 файла, Давайте дальше идем по инструкции. Распаковать AML. Это лаунчер, через него будем запускать. Желательно скачать именно этот AML. Это я не зря написал, для избежания лишних проблем. У меня особенный здесь лаунчер. Он отключен от интернета специально для тех людей, которые любят что-то обновлять. Через этот лаунчер ничего не обновится, и, соответственно, сборка моя не сломается.
Поэтому я рекомендую именно этот лаунчер качать. Давайте сразу его распакуем, как было в инструкции. Распаковывать я его советую куда-нибудь, ну там на диск ваш, где у вас все лежит. Например, вот у меня здесь все лежит. Там я, в принципе, его и распакую. Вот при вас это делаю. Вторая кнопочка. Распаковать. Вот он распаковался. Вот это я сразу убираю, чтобы оно не мешалось. Вот он мой лаунчер. Здесь небольшой лайфхак. Смотрите, нажимаем на сам лаунчер, чтобы он выделился. Зажимаем Shift-Ctrl. Переносим. У вас создается иконка. Все, в принципе, с лаунчером все готово. Вот он у нас стоит. Можете его тут как-нибудь красиво переименовать, если хотите. Лаунчер готов. Что у нас дальше по инструкции? Распаковать основные моды Core Mods. И указано куда, да? Давайте пройдем. Вот наш, значит, Core Mods. Вот она лежит. Давайте искать игру. Я сделаю все на примере пиратки, потому что чаще всего спрашивают именно про пиратку. Ну, для Steam я потом сделаю оговорочку. Вообще все то же самое. Поэтому вообще не паримся. Находим игру, где она у вас лежит. Вот у меня, например, здесь лежит. А здесь нам нужно пройти, как я уже сказал. Вот здесь написано, куда пройти. А я вот здесь для вас покажу, где это. То есть мы обязательно заходим в War of the Chosen, XCOM Game. И вот здесь у вас, скорее всего, не будет папки Mods. Поэтому мы ее создаем сами. Создаем папку Mods. Имя на самом деле не важно какое, ну пусть будет Mods по традиции, да. Пустая папка создали. И вот сюда мы распаковываем это. Распаковка будет не быстрая, потому что, как я уже говорил, 6 гигабайт, поэтому я давайте сделаю это, ну как бы типа очень быстро. Как будто бы я это все распаковал. Где? Ставить. Все, допустим, вот я вот распаковал все это. Вот у вас появится вот здесь какое-то количество модов, да, которые были в сборке. Хорошо. Это мы выполнили. Пятый пункт. Запустить лаунчер, указать пути к игре. Пути к игре здесь, пути к модам здесь. Все как бы понятно. Давайте наглядно это сделаем. Вот у нас пока идет тут до сих пор распаковка, представим, да? Открываем лаунчер. Бац, он сразу все обнаружил, все, что нужно найти. Потому что мы уже что сделали? Правильно, мы уже распаковали все. Забаговалась фигня это. Да, мы уже все распаковали, поэтому вот он сразу все и обнаружил. Обнаружить он должен 133 предмета. Вот он их и обнаружил. Заходим в Options, Settings и смотрим, все ли правильно у нас здесь стоит. Да, вот наконец закончилось. Давайте для чистоты эксперимента уберу здесь. Нам нужно указать, где находится игра. Мы нажимаем Browse. Опять мы находим игру. В моем случае это вот так будет. Сюда. War of the Chosen. Binaris. Win64. Вот файл игры. Открыть. Видите, вам нужно обязательно делать это через Browse, потому что, видите, он саму директорию пишет очень странно как-то. Непонятно, что он здесь пишет. А вам надо найти именно вот тот файл. То есть давайте еще раз, вот, чтобы наверняка. То есть мы находим игру. Сюда. War of the Chosen. Binaris. Win64. И вот этот файлик игры. Открыть. Все, игру мы указали. Железобетонно, здесь все в порядке. Директория модов. Она здесь уже была указана, как вы видели. Вы можете ее удалить. Ну, лучше даже это сделать, удалить. Вообще все, что здесь будет указано, удалите. И после этого мы добавляем через вот эту кнопочку Add все то же самое. Games. Где ты? Есть. XCOM 2. War of the Chosen. XCOM Game. И мы здесь создавали папку Mods. Вот мы ее создали, мы ее указываем. Нажимаем выбор папки. Все прекрасно. И больше вот здесь ничего не должно быть. Если он у вас лаунчер сам сюда что-то добавил, все это удалите. То есть вы просто выделите и удалите. У вас должна быть одна папочка. Для начала вам и хватит ее, и все, ничего больше не надо. Нажимаем ОК. Он, возможно, скажет, что слушай, ты что-то там изменил, я хочу перезагрузиться. Тогда перезагрузите ее. Никаких проблем. Откройте его заново. Все, вот он у вас, собственно, все эти моды нашел. Дальше. Давайте дальше, чтобы все было по инструкции. Перезапустите AML, мы это сделали. Убедитесь, что он обнаружил. Да, он обнаружил. Включите их все и зайдите в игру. Как включить все моды? Нажимаем на любой мод и нажимаем Ctrl-A. Он выбирает все. Мы нажимаем галочку, и галочка ставится везде. Вот видите? Все, он выбрал все. И вот здесь тоже это видно, что он выбрал все 133 из всех 133. Теперь еще этого не написано в инструкции, но на всякий случай можно это сделать, и это не повредит. Почистить конфиги.
Давайте зайдем. Нам нужно попасть в документы. Мой компьютер, документы. Вот здесь находим My Games. В My Games находим War of the Chosen, XCOM Game, config. И вот эти все файлы мы нажимаем Ctrl-A, удалить, чтобы здесь было пусто. Вот мы почистили конфиги. Это не повредит, это не обязательно, но это не повредит. Все, и запускаем игру. Да, и первый раз, когда вы все сделали, у вас появятся две таких ошибки. Это все нормально, все правильно. Он как раз таки создал конфиги, он вам об этом говорит, что он создал конфиги, все хорошо. Нажимаем ОК. Вот. И после того, как вы нажали ОК, вам надо выйти обязательно. Мы выходим. Все хорошо. Видите, он уже увидел Longvar, он уже создал какие-то конфиги, все прекрасно. Да, видите, все, в принципе, сборка уже работает. Вот, мы видим здесь обязательно XCOM 2 War of the Chosen, все правильно. Здесь мы должны видеть Longvar, все правильно. Давайте зайдем в настройки. В настройках, вы сами здесь все настроите. Тут важная кнопка какая? Mod Settings. Нажимаем. Видим, что здесь довольно много всего. Все, значит, у нас все установлено, все правильно. Здесь я сразу же рекомендую провалиться вот сюда, Extended Information, и убедиться, что у вас тут нет галочки. Я в сборке уже сделал, что ее не должно быть. Вот на всякий случай зайдите, проверьте, что у вас ее реально нет. Все, у вас ее нет, все хорошо. Все, сборка работает, когда вы начнете играть. Скорее всего, все у вас будет нормально. Все у вас будет работать. На всякий случай тоже советую при старте кампании, вот смотрите, когда вы стартуете кампанию, дополнительные настройки, отключайте обучение вот это. Оно может забаговать, поэтому его нафиг. Посмотрите любой мой ролик, любой мой гайд, и вам обучение не будет нужно. Все. Теперь, что касается Steam версии. Смотрите, для Steam вообще все то же самое. Единственное исключение только, что вот здесь файл игры и вот здесь файл модов вы ищете немножечко по другому адресу. Давайте вот найдем для вас. То есть смотрите, там же у нас в Steam все лежит в Steam. Вот в моем случае это как выглядит? Games. Мы находим стимовскую папку. Steam Library, Steam Apps, Common, XCOM и все. То есть все отличие только вот в этом, что в начале у вас непонятно, что будет, а всегда будет идти Steam Library, Steam Apps, Common, XCOM 2 и все. А дальше все то же самое. Вы находите файл игры, вот вы его указали. Все, видите, у вас изменилось только лишь вот здесь начало. Ну и, собственно, папку модов тоже. Давайте удалим. Мы тоже ее находим вот там в Steam. Games, Steam Library, Steam Apps, Common, XCOM 2, War of the Chosen, XCOM Game. И вот здесь надо будет тоже создать папку mods, все то же самое. То есть вообще все то же самое, просто у вас в пути будет чуть-чуть подольше. Вот. Никакие вот здесь дополнительные директории из воркшопов, там еще откуда-то, все это не надо указывать. Вам нужна только вот эта самая простая папка mods. И все. Также здесь упомяну, что так как AML вот этот взломанный, он не знает, что такое интернет, он не умеет обновлять никакие моды. И я вам строго не рекомендую обновлять никакие моды. В них очень много изменений. Это, кстати, та самая причина, почему сборка распространяется вот таким путем, обычным скачиванием, а не где-то там в Steam коллекции. Потому что если вы скачаете просто все вот эти моды коллекции в Steam, у вас будет не моя сборка. У вас будет непонятно что, непонятно как работающее, не переведенная половину, то есть у вас это будет не моя сборка, это будет непонятно что. Здесь очень много изменений чуть ли не в каждом моде, начиная от искусственного интеллекта, заканчивая переводами. Вот, поэтому только так, как бы никаких коллекций в Steam. Ну и также, чтобы людям с пиратки, у них нет никакого Steam, нет никаких коллекций, они могут только так скачать, поэтому о них я тоже думаю. Вот. И не смущайтесь вот этого -1 байт, это следствие того, что лаунчер отключен от интернета, поэтому он не знает, сколько что весит, это не важно, не смотрите на это. Теперь давайте пойдем дальше и навернем еще кастомизацию. Ниже есть инструкция, как сделать кастомизацию. Здесь все очень просто. То есть вы уже скачали, как правило, Customization. Ну, в общем, вы его скачали. Вот этот, да, вот, который он либо в торренте уже вложен, либо если вы в гугле вы его уже скачали. Вот этот Customization. Соответственно, вы просто открываете папку mods, вот все наши моды, и вы вот сюда просто сваливаете эту кастомизацию. Хорошо, смотрите, я распаковал кастомизацию, причем смотрите, я как сделал. В моей папке mods я распаковал ее отдельно в еще одну дополнительную папку.
То есть я назвал эту папку вот так вот, на свой манер, 0, кастомизация, и в нее я выложил всю вот эту кастомизацию. Теперь смотрите, в лаунчере у нас было 133, давайте перезапустим лаунчер. Он у нас ничего не видит, все правильно. Не видит он потому, что мы это сделали в отдельную папку. Поэтому нам нужно ее указать. Смотрите, мы заходим в Settings. Мы заходим, опять же, мы указываем, где у нас все лежит. XCOM 2, War of the Chosen, XCOM Game, Mods. И вот эта папка, в которую я отдельно положил кастомизацию. Но мне нравится, знаете, чтобы не путались моды на игру и моды на кастомизацию. Поэтому я их отдельно вот так сделал. Выбор папки. Вот у меня теперь здесь две папочки. Окей. Он говорит, перезагрузись. Давайте перезагрузимся. И оп, он меня отдельно подсветил здесь зелененьким все вот эти кастомизации. Давайте мы сортируем их. Вот здесь вот, например, нажимаем на New. Он у нас их показал вот здесь сверху. Мы их через Shift, да, получается, мы нажимаем на первый, через Shift нажимаем на последний. Все их выбрали. Ставим галочку, все их включили. Их можно, кстати, положить в какую-нибудь категорию сразу. Ну, например, вот так, кастомизация нажать. А как нам все показать? Да, вот смотрите, у меня теперь две папочки получилось отдельных. Очень удобно. Одна это просто все моды сборки, а вторая папочка это именно кастомизация. Вот, и я, если что, всегда как бы легко их могу найти. Вот, и теперь у меня 177 модов, то есть я добавил кастомизацию. Вот здесь все это было расписано в этой инструкции. То есть скачать кастомизацию, распаковать их в mods. Открыть email, убедиться, что он их нашел, хорошо. Что дальше? Нам нужен вот этот файл с моими готовыми скинами. Их нужно разместить вот по этому адресу. Это в документах находится. Давайте это сделаем. Вот этот файлик со скинами, вот он. Заходим в документы. Документы. My Games. XCOM 2 War of the Chosen, XCOM Game. Вот здесь вот нам нужен вот этот пункт. Character Pool, Importable. Здесь уже, видите, есть этот файлик. Ну, сколько он весит у нас? Одинаково? 1.07, 1.07. Да, весь. Ну, короче, вы его закинули сюда. И вот у вас есть вот этот файлик. Все. Вы это сделали. Теперь нам нужно, после того, как мы поставили кастомизацию, что у нас здесь 177, и после того, как мы этот файлик положили, нам нужно зайти в игру. Итак, после того, как у вас запустилась игра, мы заходим в группу персонажей. У вас здесь ничего не будет, как правило. Мы нажимаем импорт. И вот наш самый вот этот файлик 250. Мы тыкаем на него. Немножко ждем, потому что их много, игра подумает. Вот, она увидела этих персонажей. Вот 250, потому что их здесь примерно 250. Мы нажимаем импорт всей группы. Все, вот. В принципе, он добавил вам сюда вот этих всех персонажей. Вот вы можете на них нажимать, посмотреть их. Вот у нас тут есть Стефани. Кстати, графика самая низкая по дефолту. Ее надо будет поднять, конечно, в настройках. Леон. Ну, короче, тут очень много персонажей. Просто из фильмов, из игр, еще откуда-то. Очень много персонажей. Довольно интересные некоторые. Вот, например, Эко. Давайте какого-нибудь посмотрим. Вот какие-то такие, да. Ладно, графикой не буду заморачиваться. И вот здесь обязательно, когда начнете играть, вот когда вы все это импортнули, вот здесь нажмите только группу персонажей. Да. Чтобы игра как можно чаще использовала именно вот этих персонажей, а не просто болванки стандартные. Также, если вы поставили кастомизацию, я настоятельно вам рекомендую зайти в настройки. Сейчас я вспомню, где это. Вот здесь, по-моему, это в игре. Вот здесь, когда вы зашли в настройки, игра. Вот здесь вот идет как бы настройка кастомизированных предметов. Насколько игра будет часто использовать вот эти предметы из кастомизации. Вот я рекомендую вам все это очень сильно поснижать. Вот смотрите, как у меня снижено. Почти в нулину все ушло. Это для того, чтобы игра не собирала вам слишком часто каких-то уродливых Франкенштейнов. Вот чем меньше здесь будет по нулям стоять, то есть все вниз опустите, и они будут выглядеть более-менее нормально. Если вы поставите все на полную, у вас будут просто какие-то уродцы всякие странные. Поэтому вот это все лучше снизить. Теперь давайте очень коротко поговорим по поводу проблем, которые могут возникнуть и которые чаще всего возникали у людей, которые ставят сборку. Опять возвращаемся все к тому же Гуглу, ссылка на который прикреплена в описании. Здесь есть специально вот такой вот документик подготовленный, возможные проблемы.
Если у вас что-то пошло не так, зайдите в него, пожалуйста. Тут все описано. Вообще все проблемы, которые часто случались, они все здесь описаны. Вот самая частая проблема, я это пофиксил. По идее, в сборке, когда вы ее качаете, в последней версии, этого не должно быть. Но все же, если у вас вдруг в первой же миссии у всех шанс 0%, то есть в кого бы вы ни прицелились, у всех 0%, то у вас просто поломана одна настройка. Вам нужно открыть настройки, вот Settings, Extended Information, провалиться вот сюда, и вот как на скрине показано, снять здесь галочку. Здесь не должно быть галочки. И тогда у вас будет нормальная точность. Все очень просто это фиксится. Второе по частоте, что встречается, игра почему-то не запускается. То есть вы запускаете игру, открывается вот такой черный экран, и этот экран висит очень долго, это вплоть до 10 минут и ничего не происходит. Лечится это очень-очень просто. Вам нужно поставить режим администратора и на лаунчер, и на игру. То есть вы нажимаете на лаунчер на вторую кнопочку, свойства, совместимость, и вот здесь ставите галочку «Запускать от имени администратора». Окей, сделали. И то же самое делаете для игры. То есть вы находите файл игры, давайте по-быстрому его найдем. Где он там у вас лежит, то есть сюда, Binaries, Win64, находите, вот он файл игры. Также нажимаете свойства, совместимость, запускать от имени администратора. Все, у очень многих людей почему-то без вот этого режима администратора игра висит в виде черного экрана. Не знаю почему, режим администратора часто это лечит. Вот. Также можно конфиги на всякий случай почистить, иногда в этом бывает проблема. Конфиги как чистить я уже показывал, не буду повторяться. Что также бывает очень часто, слетает язык у людей. То есть все должно быть на русском, но игра открывается на английском. Это почему происходит? Что вы запускаете игру через лаунчер, все правильно делаете, ее и надо запускать через лаунчер, но если у вас лицензия, у вас обязательно должен висеть в трее Steam, то есть у вас обязательно должен быть запущен Steam. И если у вас вот такая проблема с языком, всегда запускайте Steam, чтобы он работал, и потом открывайте через лаунчер игру. Язык должен становиться русским, все должно становиться нормальным. Тоже здесь это описано. И что у нас здесь еще есть? Еще у нас могут быть проблемы с некоторыми DLC. Вот смотрите, в моей сборке есть рейдер фракции. И у этих рейдер фракций, если у вас нет соответствующего DLC, в данном случае вот этого, у них будут невидимые пушки в руках. Это крипово выглядит, вы сразу это заметите. Если вы заметили, что у рейдер фракций, у бандитов, там у разных агентов нет оружия, то у вас нет вот этого DLC. Соответственно, вам нужно либо найти это DLC, либо отключить эти два мода, которые касаются вот этого DLC. Также бывает проблема с вот этим модом Metal Over Flash Redux. Как это выглядит? То есть вы нажимаете начать игру, и у вас сразу же вылазит ошибка, типа вот ссылаясь на вот этот мод, что что-то не так. Если такое происходит, скорее всего, у вас опять нету нужного DLC на искру. То есть вот этот мод и все другие моды, которые связаны с искрой, вам желательно отключить. А это у нас что за моды? Это Metal Over Flash Redux, его надо будет отключить. Megatronic Warface Pack, его тоже надо будет отключить. И Morse Spark Weapons. Вот я нашел его. Вот такой Spark Arsenal, вот так он пишется. Morse Spark Weapons, тоже его желательно отключить. Ну еще вот этот можно отключить. More Engineer. И все. То есть раз у вас нету искры, то, соответственно, и все моды на искру нужно тоже отключить, чтобы они не выпендривались. И будет все запускаться. Либо найти недостающие DLC. Вот, в принципе, это все самые главные проблемы. Тут также еще много чего написано, по мелочи тоже можете ознакомиться. Каких-то еще проблем не должно быть. Если все-таки у вас какая-то вообще беда, печаль, вы никак не можете запустить, что-то не решается, можете написать мне, как последняя инстанция. Опять же, в этом документе есть ссылочка на меня, можете написать в YouTube, еще где-то. Просто пишите мне. Я уже очень много скольким людям помогал, и все запускали, у всех все в итоге работало. Вообще не помню, чтобы был хоть один человек, который не смог в итоге запустить сборку. Все, всем спасибо за внимание. Извиняюсь, что опять ролик такой долгий. Я, похоже, вообще не умею делать короткие ролики. Как-то вообще не мое это. Все они на полчаса почему-то. Думаю, ультимативно полностью описал, как установить эту сборку. То есть у всех теперь точно должно все получиться. Все, всем спасибо за внимание и пока.